Что это, блядь, такое, Konami? Что это? Что с этим делать? Опять Месси? В связи с тем, что теперь оперативные обновления появляются не только в начале дня, но еще и после обеда, мы, так сказать, получаем контент половинчато. Поэтому с утра было ощущение, что Konami конкретно нас так наебали с контентом, потому что ничего толкового как будто бы не появилось. Но стоило подождать до послеобеденного времени, как в игре появился первый шоу-тайм с игроками чемпионата мира. Пак крайне странный, специфичный, но в то же время не безинтересный, я бы так сказал. В общем-то, давайте рассмотрим сегодняшний контент поподробнее, его не так уж и много, поэтому постараемся быстро разобраться со всем этим добром. Слышишь этот звук? Это уникальный Nissan 370Z. Уже ждет тебя на парковке Playrock. Его новенький салон вовсю блестит, а в бардачке собрались самые лучшие предложения по монетам в eFootball и множество других предложений. А в багажнике целая куча подарков. Этот неповторимый Nissan, а также iPhone 17 Pro Max, Sony PlayStation 5 Pro, игровой ПК, Nintendo Switch 2, MacBook Neo и еще много всего может стать твоим, ведь это подарки от Playrock в честь его 4-го дня рождения. Все, что тебе нужно делать, с 10 июня по 10 июля заходить на сайт, совершать покупки или просто выполнять задания, получать плей-токены и обменивать их на билеты в одной из категорий призов. Чем больше билетов ты собираешь, тем выше твои шансы на победу. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом, участвуй в розыгрыше. И помни, если выгоднее и с подарками, значит Playrock. Фаза в игре обновилась, все те, кто успели попасть в топ на мобилках, консолях и ПК, естественно, могут забрать Шлоттербека. На удивление, почему-то следующая шоутаймовская карточка во вкладке с паками почему-то недоступна, но при этом, благодаря вкладке с дивизионами, мы можем заметить, что следующим игроком станет Родриго де Пауль, что на самом деле как будто бы спорное решение. Не поймите меня неправильно, де Пауль в принципе хороший полузащитник, но в игре именно в eFootball каких-то регалий у него нет. То есть чего-то интересного за его моделькой за все это время не было замечено, учитывая, что в целом де Пауль появлялся в различных паках очень и очень часто. И опять же, это снова центральный полузащитник и снова с выверенными пасами. Сколько таких уже было? Также обновили паки за номинальные контракты, и по традиции последних 3-4 лет, в принципе, за все это время, да, пак остается полным дерьмом, как по оформлению, так и по игрокам, представленным в нем. Ну, то есть сами-то игроки неплохие, просто в eFootball они бесполезны, учитывая, что их рейтинги все такие же низкие. Тогда как у донатных карточек, ух ты ж, бля! Собственно, если вы новичок или просто фри-то-плейщик, который еще не успел обзавестись более-менее конкурентоспособным составом, то в принципе отсюда можно забрать двух игроков. Это Родри и Энцо Фернандес. Сегодня эпический пак мы не увидели, вместо него появился шоу-тайм набор, но о нем мы поговорим чуть-чуть попозже. Тогда как эпический пак увидит свет только в понедельник. Получим защитников 2018 года. Варан, Бенатия и новый эпический игрок в лице Винсана Компани. И на первый взгляд бельгиец на бумаге выглядит очень монструозно. 193 сантиметра роста и снова рофл от Konami, которые приплюсовали пару сантиметров, нежели у компании есть в реальной жизни, потому что в реальной жизни он, по-моему, 190, а не 193. При этом у него относительно длинные ноги, 9 пунктов с учетом его роста, и также сверху ему накинули дальний отбор мяча, то есть крайне имбовый навык. Так и с его ростом и его цифрами прыгучести ему еще дали воздушный форт, то есть его сделали сильным и внизу, и наверху. Единственный слабый момент, наверное, это не то чтобы высокая скорость по нынешним меркам. Но опять же, мы всегда можем перепрокачать игрока по-своему, отнять от обороны и в принципе сделать скорость с ускорением более приемлемыми. Поэтому компания выглядит действительно интересно, учитывая, что за последнее время было не так много разрушителей, в отличие от того же самого наращивания. Ну и вот он, сегодняшний шоу-таймовский набор с участием Мбаппе, Нмечи и Лионеля Месси. Конечно же, куда же без Лионеля Месси? Ну что, не узнали? Это я, Лионель Месси. До свидания.
Во-первых, это пак на 100 рыл. Не 150, как мы обычно привыкли наблюдать, а именно что 100 рыл. Второй отличительный момент так это то, что у донатных карточек уже заранее проставлен буст, то есть нам самим ничего проставлять не придется. Причем бусты, они разные. Привычный эпический шоутаймовский буст, который прибавляет плюс 3 автоматически, и старый новый буст, который использовался у шоутаймов в тематических паках по чемпионатам, где нам необходимо набрать нужное количество игроков для его активации. Ну, по сути, как у игроков дня. То есть, если вы не поленитесь и добавите в свой состав либо немцев, либо французов, либо аргентинцев, то карточки будут показывать какой-то запредельный показатель общего рейтинга. Ну и судя по всему, для некого баланса в этом наборе представлена только одна карточка с 2 навыками, тогда как 2 оставшиеся получили только по одному донатному навыку. Я видел множество негативных комментариев по поводу этого набора, но в этот раз я, наверное, не буду к ним присоединяться, а даже выскажу, судя по всему, непопулярную точку зрения, что данный набор в каком-то смысле выглядит действительно интересно. Его проблема заключается разве что в нескольких моментах. Первая проблема — это то, что здесь представлены игроки, которые у донатеров в большинстве своем и так есть. Ну, правда, зачем нам 37-летний Месси, когда у большинства есть бигтайм за 2008-2007 год? Быстрый, маневренный, с тем же самым Соколом. В то же время вот Мбаппе, который не так давно также получал шоутаймовскую карточку. У большинства донатеров, которые обожают его модельку, он и так уже присутствует. Соответственно, вопрос, а зачем тогда этот пак вообще нужен? И отсюда вытекает и второй минус, потому что, по сути, исходя из того, что я озвучил ранее, этот пак особо донатерам не нужен, если только они не коллекционируют карточки, тогда как фри-то-плейщики, несмотря даже на уменьшенное количество игроков в этом паке, все равно не могут его себе позволить. И получается, что пак как будто бы проходит что мимо одних, что мимо других, и ни туда, ни сюда. Тогда как концепция, как мне кажется, выглядит интересно. Поэтому будет интересно посмотреть, что же Konami приготовят на следующей неделе, какие игроки будут там, потому что я более чем уверен, что реакция на этот пак была бы более благосклонной, более положительной, если бы в паке были представлены игроки, которые не так часто светятся в eFootball.